Здорово, зрители! Обязательно подпишись на мой канал и поставь лайк этому видео. Так ты, наверное, ведешь свой канал, создаешь контент для своей любимой аудитории. И ты уже знаешь, что такое авторское право, и ты уже его нарушал. Я не сомневаюсь. Потому что все блогеры когда-нибудь нарушали авторские права. Что делать, если нет материала? Если нет материала для создания контента, то тебе помогут сайты со стоковыми видео или фото. Стоковые фото – это фото без авторского права. Их можно использовать хоть кому, сколь угодно и где угодно. В интернете есть много сайтов, предлагающих стоковые фотографии и видосы. Но видосы не такие, как в ютубе с музыкой, голосом и так далее, а простые короткие видео, около минуты, без наложенной музыки и звука. Просто бери видео и фото и накладывай музыку. Лично я делаю так. Беру фото или видео со сайтах со стоковым материалом. Дальше накладываю музыку, накладываю свой голос и видео готово. Сайты со стоковой библиотекой делятся на два типа. Первое — это платный контент, фото и видео просто так не взять, поэтому нужно купить. Цены не очень маленькие, примерно от 2 до $200. Чтобы фото или видео просто не скопировали, не покупая, на них выкладывают водяные знаки. Второй тип — это самый бюджетный. Весь контент бесплатный, но выбора мало, в то время как на платных сайтах выбор очень огромен. Я пользуюсь сайтами с бесплатной библиотекой стоковых фото и видео. Теперь хочу перечислить сайты с бесплатными фотографиями и видео. Все ссылки будут в описании. Pixels, Pixabay, Dreamstime, Free Images, Big Filter. А еще есть сотни таких сайтов. Если ты хочешь посмотреть еще сайты со стоковым контентом, то я оставил еще больше ссылок в описании. На этом все. Подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео. И спасибо за то, что ты посмотрел это видео.